Всем привет, друзья мои, приветствую вас на своем канале. Ребята, это невероятно. В таком маленьком стаканчике, но разрастается. И вот второй раз цветет. Это Белла. Но все равно сушит она бутончики, жарко ей. Сейчас высокие температурные показатели. Ну, короночка с цветением очень симпатичная. Мне очень нравится ее цветение, такое нежное-нежное, девчачье. Прям девчачье. Решила вам ее показать. С двух буквально там, наверное, 2-3 листика у нее было. Я думаю, что даже было там, возможно, даже один узелок. Но вот так она ветвится, интересно. Белла Льюис Буис. Я ее вот так вот здесь привесила. Пока временно, конечно, надо будет красивый горшочек и ее красивенько оформить, когда она будет таким пышненьким кустиком. Хоя Льюис Буис. И вот смотрю я на вот эту красоту. Тоже прелесть. Тоже мне нравятся такие варигатные хои. Но они, вот смотрите, они притягивают внимание. Все хотят такие хоечки. Они мелколистные, симпатичные. Это набаваенсис. Мне там в комментариях писали, что наконец-то уже научитесь выговаривать. Ну вот, учусь. Я не стесняюсь и учусь. Смотрите, какая прелесть, да? Красивый листик. Но очень медленно растет. Даже Хоя Льюис Буис Белла, как-то мне показалось, сначала сидела, а потом набрала обороты. А вот это прям, знаете, такая неторопливая, очень медленно растет, но она очень красивая. Посмотрите, интересная. Ну, она похожа на лакунозы, вот эти разные варигатные, но у нее свой шик. Она по-своему хороша, она от них отличается, листиками все равно отличается. Такая вот живет у меня здесь на полочке. Возле ундулаты черенка, который так никто и не захотел, мой череночек. Ну вот у нее 2 листика новых уже, у ундулатки. И я думаю, вот-вот... Не вижу отсюда, по-моему, вот уже идет. А, там еще один листик. Она сначала капусту наращивает. Классная хоечка ундулата. А потом она уже дает усик. В этом видео покажу вам ее мамочку, которая цвела уже много раз. И сейчас растит новый усик. Так что оставайтесь, увидите ее мамочку. Так, кто здесь у меня еще из интересных хой? Так, хочу вам отметить Каудату Сильвер. Нет, это не сильвер. Каудата серебро. Арген. Слушайте, ну, я не знаю, ребята. Лист красивый, все. Ну, чего-то как-то мы сидим. И ничего не собираемся растить. Только корни. Ну, как-то грустно. Грустно. Вот такой черенок, как приехал. А сколько времени уже прошло? Наверное, несколько месяцев. И вот, в принципе, в начале лета приехала, практически все лето без движения. Не пойму, как разбудить спящую красавицу? Кто подскажет? Наверное, надо ее в тепличку, скорее всего. Но я же хочу ее уже адаптировать к условиям таким, которые у меня на полках, к моим квартирным условиям. Не знаю, в каких условиях черенок этот укоренялся, но, скорее всего, в условиях теплицы. И, видимо, не был адаптирован, и я его купила. Скорее всего, так. Так, ну и переходим сюда, вниз. А здесь у меня, кстати, я... Ой, поливала Беллу Льюис Буис. Она выше растет и накапала. А Белла сильно пересыхает. Это моя Собак Бьюти. Вот смотрите, она сейчас обрастает листиками. Листик сначала вот такой несимпатичный, молоденький, потом он по цвету выравнивается. И она цвела.
И представляете, я пропустила ее цветение. Это было первое цветение собак Бьюти. Очень симпатичная, но очень быстро она отцвела. Такой у нее красивый лист. Листики есть и поменьше, и побольше, покруглее, поострее, разные. Вот она выдала две вот такие вот, видите, две стрелы, я их называю. Два уса, но он уже здесь. Я трогала, и она его засушила, ус. Ну, думаю, хорошо, потому что, ну, куда она бежит? Обрастет листиками, я ее скручу. Кстати, вон Света, Хуя Светлана, новый листик растет, но что-то он какой-то... Либо я залила, ну, какая-то на листике отметка. Не нравится мне коричневая. Ну, Света тоже потихоньку не спешит. А здесь у меня, смотрите, какое чудо. В очередной раз эллиптика меня радует. Обожаю ее цветение. Должно было быть две корзинки. И в этот раз. Но опять-таки этот же цветонос, по-моему, этот же, ребята. Да, этот же цветонос повторно сбросил свое цветение. До бутонов мы доросли, но цветение сбросили. Нравится мне эллиптика, она очень красива. И цветение у нее такое гармонирует с цветом листьев. Я здесь сейчас с поливочной водой. Я уже смотрю, боюсь, чтобы не пересушить, не перелить. Ну, перелить вряд ли. Куст взрослый, много листовых пластин, испарение идет, а корни дышат в керамической посуде, поэтому я не переживаю, что я перелью. Но мне показалось, что лист какой-то такой, знаете, ну не весь. Какие-то листики прям мигусенькие. Может быть, это скорее всего новые листики. Новые. Вот эти потверже, посуккулентнее, как у суккулентов такие, налитые листики. Ну, в общем, я переживаю. Так, тут рядом серебро. Серебро наконец-то начало расти. Это, как она называется? Господи, девочки. Есть грейхост, а это... я забыла, девчонки. Ну, красивая. Но не грейхост, другая. Очень красивая. Очень красивая. Ну, медленно растущая в моих условиях. Но вот, наконец-то, усик начал идти. Такая вот она здесь между эллиптикой и между собак Бьюти растет у меня. Так, все заглядываю к этой принцессе. Ой, макрофила, она же латифолия. Ну ничего так, листья растит новые красивые. Где-то жду ус, она все мне листья растит. Такие красивые лодочки, горшочки. Она же Pot of Gold, горшочек с золотом. Ну вот этот ус вроде как появился, и вот новый лист на этом усике. Ну, как-то вот она прям стесняется, вот не побоюсь этого слова, она стесняется его дальше развивать. Но он розовенький, надеюсь, что она его не засушит, я его не трогаю и пойдет в рост. Она все пышнее становится и пышнее, но хочется, чтобы она немножечко не только наращивала такую вот куртинку пышную, но еще и усик дала. Ой, посмотрите еще раз на эту красоту. Вау-вау. Так, идемте смотреть дальше, что есть на моих полочках из хой. Этих подружек я не поливаю. Я вам рассказывала, я обрезала огромную ветку зеленую у Лизаветы, Australis Лиза. Вот она здесь от этой ветки дала рост. Я очень надеюсь, что он будет такой же варигатный и не уйдет в зелень. Пока непонятно, но скорее всего, что варигатный. Судя вот по этому, ну, пока не красненькие. Красненькие, да, непонятно. Ну, наверное же будут вот такие желтенькие. Цвела так хорошо, но цвела хорошо на ветке, девчонки, на зеленой. Здесь только был один цветоносик. Где он? Где он?
его теперь и не найдешь. Ну, в общем-то, хочется, чтобы она была по сорту. Вот здесь я прям чикнула, прям не жалеючи. Прям чикнула эту зеленую ветку. Потому что она уже была такая огромная. А мне хочется, чтобы было не зелено, а вот варигатно. Вот тут вот некоторые листья. Но большинство листьев на этом ростики такие с варигатностью, нормальные по сорту. Так, это моя балата. Красота. Так она мне нравится. Девочки, у меня есть черенок уже с корнями. Надо будет уже посадить. Кто захочет абавату, вот такую прелесть, красавицу, я могу с вами поделиться. Такая прелесть. Так, переходим сюда. Ну вот, вот моя ундулата мама. И вот она, есть у нее ус. Вот он. И там цветонос. Я вижу уже 4-е по счету, по-моему, или 3-е. Или 3-е, или 4-е цветение опять затевает. Видите? Ну, скорее всего, из-за жары оно не такое будет пышное. Ну, хоть что-то. Значит, будет крупнее. И здесь, ребята, я все ждала. Она вот этот ус, вот он, видите, я его приколола вот здесь. Вот он, вот. Он высох. Он высох, она очень любит это делать. И вот сейчас я задела ее новый ус. Что она мне на это скажет? Но я вам хочу сказать, что пошел новый усик. Вот он, вот новый усик. И я тут даже не дышу. Пускай опускается вниз, пускай куда хочет идет. Я не хочу его трогать. Главное, чтобы он вырос и оброс листочками. Там вижу новые листики. В общем, что-то она там растит. Невероятно красивая хоя, но невероятно неженка. Дотронуться до усика, это все. Это все. Сразу обида. Так, здесь у меня Гунин Гадинг Борнео. Ребята, вот сейчас включила свет, но это исключительно из-за того, что я произвожу видеосъемку. Все лето свет здесь не включаю после обеда. Обычно в осенне-зимний период я включала свет прям часов с 8 утра, лампы вот эти 18 ватт. Это по вопросу, как вы ухаживаете за своими хоями. Так спрашивают меня часто в комментариях. Вот скажу про освещение. Здесь у меня от окна попадает солнечный свет, южная сторона. Этот солнечный свет здесь, в принципе, именно такой направленный из окна с лучами солнца, это где-то часов до 12, даже меньше, до пол-12, до 11. Потом солнышко прячется, на стеллаже становится полумрак. И я раньше, ну вообще в осенний-зимний период у меня лампы с 8 утра включались и горели до 11 вечера, до 11 прям допоздна, пока вот уже спать не ложимся. И у меня все хои загоревшие. Гунингадинг вообще сейчас стал зеленый, это прям непривычно. Вообще вот начнется осень, короткий день, уже буду включать, и опять они все загорят. Они у меня были все в загаре. Ну, кроме, конечно же, Финлайсони. Кстати, Финлайсони я забрала ус оттуда, он уже был под потолком, и накрутила его так вот на держатель, потому что это был уже кошмар. Вот такие у нее красивые листья, крокодилы, я их обожаю. Я немножко ее упорядочила. Там у меня растет красавица Рангсан, я ее тоже очень люблю. Красивая хоя. Сейчас не так популярна, но мне кажется, что она заслуживает внимания. Красивая хоя. Мясистый камуфляжный лист, неприхотливая в уходе. Она у меня растет. Ой, извини, это самая ундулата, приходится тебя двигать. Вот так на фитиле, видите, в кашпо, и там фитиль. В общем, она любит попить. Растит красивые листья, ей уже несколько лет. Такая классная. Это тоже, кстати, любит попить. Я ее тоже часто поливаю. Но это из-за того, что они уже взрослые, у них много листиков.
Опять-таки по вопросу ухода за хвоями. Вовремя поливать, я их не пересушиваю, ребята. Может быть, из-за того, что у меня солнечная сторона южная и жарко, они у меня нуждаются в частом поливе. Сейчас летом в жару это вообще очень часто. Раз в 3-4 дня. Понимаете? Хотя у них уже большие горшки. Это моя красавица Каудата Голд. Вот с такими огромными листьями. Цвела бесконечно долго. Одна волна цветения сменялась на другую. Я уже переживала, думаю, боже, когда мы будем растить листья. И вот она услышала мои мольбы. И я вам сейчас покажу ее ус. Я уберу Гунингадинг. Опущу его вниз. Тоже потревожила ундулату. Но, возможно, ей это не понравится. Так, стойте внизу, красотки. Гунингадинг, девчонки, у меня приобретают узелки. С удовольствием, хорошая хвоя. Так что, кто заинтересуется, такая для новичков, неприхотливая. Цветет так же, как похоже, как все финлайсони, как калистофилы, очень похожи. Вот здесь она у меня цвела уже не один раз. Но не так часто, мне кажется, даже ундулата у меня цвела чаще, чем Гунингадинг. Представляете? Вот, смотрите, что я вам хочу показать. Наконец-то у нас пошел ус. Вот отсюда. И смотрите, вот листик уже новенький. Один. Здесь прям 2 листика. Боже, и вот здесь уже 2-й листик. Очень красивая хвоя. И пришлось прилечь на калистофилу. И, кстати, калистофила, когда я уменьшила количество часов освещения, вообще убрала искусственную подсветку, она начала мне растить такие большие красивые листья, зеленые. А до этого были вот такие салатовые, мелкие листья. Ну, тут буквально вот один был такой, 1-2 были крупные. А потом шли мелкие. Чем ближе к лампе, вообще смотрите, какую мелюзгу она мне растила. Как только света стало меньше, она, видно, тенелюбивая. Любит расти где-то в кроне деревьев. Потому что вот сразу пошли крупные листики. Цветет бесконечно, постоянно, много раз. Много цветоносов. Ус уходит на соседнюю верхнюю полку. Мне надо, конечно, этим заняться. Найти, там, наверное, девочки, еще метр. Я жду, пока она листиками обрастет, и я буду как-то ее черенковать или крутить. В общем, кто захочет, кто выдержит, дождется калистофилу калимантан, поделюсь черенками. Ну и это тоже, конечно, опять-таки показываю вам, как развиваются на узлах листики у этой красавицы, которая пошла у меня в рост. Наконец-то я прям не знаю, что делать с этим усиком. Вот новый листик растет. И я его вот так закрепила на держатель. И вот он дальше идет. И вот здесь, где я закрепила, видимо, поранила листики. Вот это место поранила, не пойму. Есть там листик? Не, вроде есть, да? Ну, тьфу-тьфу, дай бог, чтобы он развился и не высох. И вот здесь дальше. И ус пошел гулять, но там, вижу, уже присох. Вот там дальше, вот он уже там присох. Присох, потому что я его без конца, он падал, я его пыталась прикрепить. В общем, короче, была целая история с ним. В общем, вот такая вот красота у меня на этой моей полочке с хвоями. Но это еще не все. Я перевожу камеру. А, вы видите, вот Тайсука Анна здесь расцвела у меня бабочкой. Все, как мы с вами думали. Я когда увидела бутоны, то я поняла, что да, это будет бабочка, это бабочка. И вот распустился сегодня вот такой еще трилипсик. Аромат должен быть от него исходить, но вот такой симпатичный трилипсик. У меня есть похожая бабочка, это трилипсик. Так, не отвлекаемся, мы сегодня про хвоечки говорим. Здесь у меня 2 красавца, я их, не побоюсь этого слова, великолепных, красивых вида, вернее, вид 1, это
любимые нами клеменсиорумы. Это клеменсиорум у меня называется Индонезия. Кто-то говорит Black Splash, кто как говорит Long Leaves, не знаю. У меня просто Индонезия. Вот его огромный ус, который мы с вами наблюдаем уже на протяжении некоторого времени. Вот его прекрасные большие листья. И вот он продолжает растить свои листья. Сейчас, девчонки, я стану на лесенку, мы посмотрим, что там с ним происходит. А рядом с ним ачих. Ачих, он вообще меня радует тем, что он такой, прям, знаете, он перестал. Сейчас я смело его беру, он перестал растить. Лесенка, кстати, здесь. Перестал растить усик. И его можно рассмотреть вот так, спустив на пол. Вот здесь вот он на опору крепится. Я не стала его дальше как-то трогать, закреплять. В общем, вот новый лист, еще мягенький прям. И вот он успокоился пока в своем желании растить ус дальше. Видите, сейчас влажно в квартире, и корешки заактивничали воздушные. Вот смотрите, какой он красавец. Невероятный красавец, ачих. У него невероятно красивые листовые пластины. Цветение этих хой не так впечатляет. У меня цвел Индонезия. Быстро очень отцветает. Цветение в моих условиях недолговечное, буквально там 2-3 дня. Вот так вот. Ну, ачих еще только набирает обороты. Ой, тут даже я вижу, у меня как-то это завалилась моя. Он настолько тяжелый, что не держится нормально опора. Ну, вообще он красавчик. Так я вам скажу. Очень красивая хоя. Мне она... Ну, мне все любимые. Вот, в принципе, и вот Гунин-Гадинг, да, чем хуже. Он тоже прекрасен. Прекрасен. Его листья прекрасны. Они загорают. Вот сейчас он свой загар сбросил. Сейчас лето, все в загаре, а у меня хои не получают сейчас достаточного количества солнечного света. Они у меня позеленели. Вот так, как у большинства. До этого они у меня были прям такие алые, осенние. Но думаю, начнет уменьшаться световой день, и они, конечно же, будут получать подсветку. Опять вы увидите их в шоколадной раскраске. Многие говорят про стресс. Я не могу утверждать, но на росте и на развитии хои я не увидела, чтобы это сказывалось. Возможно, единственное, это сказывается на внешнем виде хои и на размере листовой пластины. Чем больше поток света, тем меньше листовая пластина, потому что растение уменьшает листовую пластину, ему не надо столько. Кстати, новый лист растет, такой прям зеленый. Ему не нужно столько света, его в избытке, и листики становятся мелкими, мельчают листики. Ну, это мои наблюдения. Вот такой вот красавец. Готова вам его часами показывать. Ну, блин, это вообще невероятный красавец. Его фактура. Посмотрите, какие у него выпуклые вены. Вообще обалденные. Видите? Он потом становится такой плотный, картонный. Он очень красивый. Вот так он у меня живет. Сейчас поставим лесенку и заберемся, рассмотрим его друга, который просто Индонезия. Это Ачих. Ну, это тоже провинция Ачих в Индонезии. Но у них листья разные. По виду абсолютно разные. Ну, отличаются. Я взбираюсь и рассуждаю. Если кто-то из любителей хой, у кого вот таких размеров достиг клеменсиорум. Причем вот это мне не нравится. Видите, какой пролет? Вот прям пролет. Вот здесь есть узелок, но нету на нем листиков. Здесь не пойму. В общем, сильное большое расстояние между узлами, между листовыми пластинами. Вот такой красавец. Растит у меня здесь вот такие красивые листья, пока по одному.
Вот здесь вот один узел с одним листом, второй узел с одним листом. Но тут вот поближе к свету, к лампе, 2 листика. Видите? Они еще молоденькие. Один. И хочу развернуть камеру, показать вам второй. Ну вот. И это еще не все. Здесь еще один молоденький листик. К сожалению, плохо видно. Темно. И пошел ус дальше. Я его вот так... Здесь на конце усика, видите, цветонос. Уже было 2 цветения. И вот этот ус, сейчас я его пошевелю. Вот он. Он здесь лежит возле проводов. Я решила пока его не беспокоить, не тревожить. Здесь я его просто приколола на держатель. Здесь держатель Хои, которую надо пересаживать, Хоя Николсона. Она бедняга. Вот здесь прям приходится ей терпеть это соседство. Потому что я вот по ходу роста клеменсиорума я просто его думала, ну как его удержать? Думаю, начнет растить листья, надо как-то его удержать. И вот держит его держатель Хои Николсон. Она, кстати, тоже вот здесь засушила ус, потом пошла дальше в потолок. В общем, ребята, вот такие вот дела. Смотрите, что у меня тут какая красота еще есть. Похвастаюсь. Многие пишут, да у вас видео какие-то хвасты. Ребят, это восторг. Это просто великолепие. Посмотрите, это же достижение в комнатном цветоводстве. Узнали? Сейчас я вот как-то, может, вот так покажу. Это, кто не знает, это тоже Хоя. Вот с таким интересным листиком. Необычной формы. Варигатная Хоя. Это Манипуренсис фила. Так, по-моему, ее звать. И когда ты купил за приличные деньги этого мира 2 вон тех нижних листочка, вы их можете видеть. Вот. Один узлик с 2 вот этими листочками. Не укорененный, просто вот срезик. Вот прям взяли вот срезик вот такой вот с коротенькой ноженькой. И ты знаешь, что это капризная Хоя, что она мало у кого хочет расти, что она вот очень медленно разгоняется. Ты в итоге ее садишь, трясешься над ней, и у тебя получается, проходит время, она у тебя дает корешки, ты трясешься, где корешки, она уже пересажена у меня несколько раз, постепенно увеличиваешь ей объем грунта, переживаешь. И, конечно же, ты потом хочешь похвастаться своим достижением. Пусть это и смешно, но это так. Я видела у девчонок, они еще умеют эти хои загорать. Этот вид хои умеет загорать. И у девчонок она прям такая разноцветная, красно там, желто-красная, коричневая. В общем, у меня она зеленая. Видимо, света ей для загара недостаточно на этой полке. Ну, она тут у меня среди орхидей растет и вот так свисает ампельно вниз. Очень медленно растущая. Вот она дала 2 точки роста, вот вторая. И я так обрадовалась, думаю, пойдет еще будет пышный кустик, пойдет хороший рост. И что вы думаете? Она этот рост развивает, растит, не будем трогать. А этот, она все и не растит. Вот такая вот она с характером. Так, кто у меня здесь еще? У меня здесь вот своенравная каудата, которая сильвер. Представьте себе, она нашла вот здесь самостоятельное отверстие в держателях, вот в этих, для лампы. Проросла, я даже не заметила как. И вот теперь я как бы ее не трогаю, но она, если начнет растить листья, я не смогу ее оттуда достать. Но зато она хорошо держится. Такая вот, еще мягенькие листики. Тоже девчонки с удовольствием ее покупают. Хорошая Хоя, прекрасная каудата, цветет беленьким цветочком, очень интересная. О, у меня там, кстати, сейчас покажу вам кое-кого. Так, вот эта красота цвела, очень она мне нравится. Это, как она у нас называется?
Акута вариегата. Акута вариегата. Вот она у меня вот так вот плетется по опоре. Тоже не быстро растет. Цвела. У нас есть цветонос. Вот он, вот он. Было одно цветение. Такое замечательное. Я вам показывала на канале. Мне очень понравилось. Приятно пахнет. И вот здесь у меня история с одной хоей, которую мне просто прислали в подарок. Я сейчас тоже девчонкам часто предлагаю эту хою. Она вот открывает, вижу, свои бутончики. Только-только открывает. Первое цветение. Эта хоя мною буквально... Ой, а там зацепилась. Вот смотрите, вот этот, видите этот ус? Это та Калистофила калимантан. И вот ее еще один, оказывается, здесь цветонос, и еще одно будет цветение. Пахнуть будет. Калимантан, вот она ниже, вот она. Она пахнет при цветении чем-то таким специями, с цитрусовым. Ну, мне так кажется, как будто цитрусовые специи, такая вот смесь. Мне нравится, как она пахнет. Потом, конечно, бутоны опадают через 3 дня. Ссор, но ничего, убираем. Так вот, Потти Сплэш у меня сильно прям пересыхала. Девочки, не пугайтесь. В ведро посадила я ее. Она нарастила такую массу ответвлений. У нее прикольный лист такой большой, красивый, салатовый. Мне нравится ее лист. Вот листва у нее такая красивая, салатовая. И цветение у нее такое желтенькое, ну такой под цвет листьев. И я просто как-то взялась и говорю, все, я за тебя берусь. У нее как раз много новых листиков, надеюсь, что они не опадут. У нас такой ветер, прям слышите, как шумит. И я ее высадила, вот у меня был такой горшок с автополивом. На фитиль я ее высадила. И прям дала ей такой большой объем грунта. И говорю, все, расти, цвети. Думала, что цветение после моего вмешательства, ну, она сбросит. Пересадка была перевалкой. То есть я корни ее не тревожила. И еще я не знаю, не слышала я ее аромат. Но, видимо, на днях я уже его услышу. Как она ароматит, я не знаю. Ароматит ли она вообще, не знаю. Ну, такая классная хоя. Конечно, случайно попалась она мне. Мне ее кто-то из продавцов, когда я покупала хои, кто-то мне ее положил в подарок. Ну, вы знаете, она, кстати, очень долго укоренялась, чем меня просто шокировало. Но потом пошла в рост, и все у нее хорошо. В общем, они здесь с Ваети, ой, с Акутой вариегатой, это не Ваети триколор. Я их всех путаю. Ваети триколор у меня в другой локации тоже красавица. Ну, в общем-то, они тут вдвоем похожие, такие, знаешь, знаете, вот такие они одного цветового решения, такие вот нежные. Но вот у этой Акуты у нее еще такой розовый стволик. Красавица, красавица. Единственное, что я не пойму, почему у нее листики, вот они все разные. Какие-то помельче, какие-то покрупнее. Кустик молоденький. В общем, я пока наблюдаю, цветение уже видела, уже довольна. В общем, вот такие наши дела. Друзья мои, давно не снимала видео про хои. Сняла, кстати, детку с этой орхидеи. Скажу вам по пути. Не знаю. Если этот пень что-то еще родит, я буду очень рада. Это пень от орхидеи, которая называется Ринг Джулия. В общем, вот так вот. Любуюсь этими листьями красивыми у хоечек. Любуюсь цветением орхидей. Настроение мы делаем себе сами. Не ждем, что нам его кто-то поднимет. Но я беру на себя такое обязательство вам настроение, девочки, поднимать. Ведь растение это невероятно красиво и прекрасно. Посмотрите, какой еще не совсем, ну уже твердый уже листик у этой красотки Каудаты Голд. Ну, кто-то говорит, что она не Gold, что это Orange Flower, а мне кажется, что и Gold, и Orange Flower, зацените размер, это как бы одна и та же хоя.
одна и та же. Вот старые листики уже приобретают вот такой вот цвет, уже, наверное, скоро отомрут. Ну да, им уже не 1 год. Вот этот лист туда ушел. Жаль, что я его не вижу. Он у меня как-то так вырос в положении не лежа, а стоя. И даже вот видите, вот как вот он упирался в этот держатель, так он и загнулся здесь. Боже, она великолепна. Она великолепна. Хотелось бы, конечно, по 2 листочка иметь на каждом усике, на каждом узле. Но она сначала может не растить по 2-му листу, а потом в какой-то момент эти листья начнут появляться. Вот как было здесь, например. Вырос сначала этот лист, прошло какое-то время, причем продолжительное, и вдруг начал расти 2-й лист на узле. Вот здесь ждала, вот этот большой вырос, а 2-й лист не показался. В общем, вот так. Все, друзья мои, всех обнимаю, всем мира и добра, всем всего самого наилучшего. Растите хоечки, растите орхидеи, радуйтесь. Всем обнимашки. По поводу ухода я вам скажу такое заключительное слово. Ваша любовь, ваше терпение, немного опыта со временем. Все будет хорошо. Наш уход, он конкретно индивидуален для каждых конкретных условий. Вы все это прекрасно понимаете. И нельзя сказать, что я поливаю только по вторникам, и вы тоже должны поливать только по вторникам. Поэтому это не работает. Работает ваше наблюдение и ваш личный опыт. Пока-пока. До встречи в комментариях.